каком российском городе сейчас нет экотропы, той лазейки через местные дебри, задача которой – помочь человеку лучше понять живой мир, который его окружает, и показать красоту и многообразие местной природы. Но далеко не на каждой такой тропе можно вдоволь наесться брусникой, собрать ягели для оленей и найти подосиновики больше, чем осины на фоне снежного неба и суровых северных гор. Я в Кировске, и за каких-то 3-4 часа его экотропа показывает суровую, строгую красоту тайги, леса тундры и тундры. Хотите посмотреть? Тогда подписывайтесь на мой канал и потопали вместе. До Кировской экотропы можно доехать вот на таком автобусе. Ведь находится она, конечно же, не в центре города, а на территории Полярно-Альпийского ботанического сада института в 7 километрах от центра Кировска. Это в соседнем городке, или, можно даже сказать, поселке Вудьявр-Чор. Это прямо на подножьях самого крупного горного массива на Кольском полуострове – Хибин, делая это место прекрасной локацией для знакомства с северной природой. Не зря же сам институт выбрал эту локацию. Доехать туда можно на первом или 128-м автобусе, но потом надо прилично пройти пешком, минут 20-25. Всего на такой путь уйдет минут 45. Или можно доехать прямо до ботанического сада за 12 минут на такси. Я ездила и так, второй раз на конный двор «Ласточка», который там прямо рядом. Но о горной конной прогулке будет отдельное видео, так что обязательно подписывайтесь, чтобы его не пропустить. А вот и вход в ботанический сад. Проходим мимо парковки и идем к этим домикам, не ищем нашего гида. Без гида на экотропу не пускают. Кстати, на территории института также есть музей и прекрасная оранжерея, но об этом тоже в другой раз. А сейчас мы держим путь через реку Вудьяврюк, где начинается наш маршрут, и к оригинальным высадкам. Здесь можно посмотреть, что в Хибинах растет или что здесь пытались высадить на протяжении декад освоения севера. Далее гид уводит нас в лес, в сторону склона, на который нам предстоит восхождение. По дороге мы делаем частые остановки, и экскурсовод рассказывает о растениях, их особенностях и взаимодействии друг с другом. Кстати, выйти на тропу можно только группой в 5 человек, в обязательном сопровождении экскурсовода, потому прогулки по экотропе проводятся не каждый день. Народ не всегда набирается, следственно, обязательно позвоните в ботанический сад за пару дней до приезда, проверить, если прогулка состоится, и забронировать себе место. Это также можно сделать онлайн на сайте ботанического сада. Там же вы сможете ознакомиться с инструкцией перед походом. Но вернемся к интересному. Самой поразительной чертой этой экотропы является ее очевидная вертикальная зональность, или, как говорят географы, поясность. Что же это значит? А сейчас я вам расскажу. Экотропа начинается на уровне в 320 метров над уровнем моря и взбирается наверх всего-то ничего, до 570 метров. Но за эти 250 метров, а также смотря вниз со смотровой площадки, видишь, как снизу вверх друг друга последовательно сменяют пояс хвойных северо-таежных лесов, потом березовых криволесий и, наконец-то, тундр. Например, в начале тропы идешь мимо травяных ельников с большой дозой березы. Именно в этой части материка растет ель сибирская, а растет она до возраста в 200 лет. А разновидность березы здесь называется пушистая, и ее максимальный возраст 125 лет. Потом идут елово-березовые леса, а за ними мхи, лишайники и кустарники тундрового пояса, где растения существуют в суровых и контрастных экологических условиях. На тех высотах нет снега, чтобы укутывать и защищать растения, и здесь на природу влияют сильные ветра и низкие зимние температуры. Вот только кольцевых пустынь здесь на тропе не увидишь. Для того надо забраться глубже и выше по Хибинам. А что в этом всем по-настоящему удивительно, так это то, что чередование поясов в горах на экотропе отражает широтную зональность на Кольском полуострове. То есть, путешествуя с юга наверх Мурманской области, вы увидите точно такую же смену природы, красок и ощущений. Так что можно сказать, что ознакомление с ботаническим садом – это ознакомление со всем Кольским полуостровом.
А Кольский – место волшебное. Заглянув сюда всего один раз, вас обязательно потянет назад. В разные времена года и год за годом. Сколько я не путешествовала, я думаю, уже меня ничто не удивит, пока я не приехала сюда, в тундру. И здесь не только рельеф и визуально дикая, не похожа ни на что другое природа. Здесь еще и рай для тех, кто интересуется географией и любыми точными науками. Кольский полуостров не имеет аналогов в мире. Разнообразие минералов здесь достигает более 1000 видов, и примерно 150 минеральных образований являются уникальными и ни в какой точке земного шара больше не встречаются. Кстати, Кировск – самое лучшее место узнать об этом побольше. Здешний музей камня без преувеличения один из самых интересных музеев России. Здесь собраны уникальные горные породы и минералы Кольского полуострова, а также образцы со всего мира. Об этом будет отдельное видео, так что обязательно его смотрите. А мы тем временем вышли из лесной полосы и оказались уже в тундре. Хотя деревья здесь все еще есть, но они карликовые. Это еще она крупная. Это ива, крупная ива. Да, это еще крупная она. Она на самом деле должна быть меньше. Вот такой листочек. Вот который пожелтел, вот такая весна листочка. А это уже довольно крупные листочки. Зато грибы здесь далеко не карликовые. И их много, очень много. И съедобных из них тоже далеко не мало. А в тундре, где деревья карликовые, какой-нибудь стандартный подберезовик или подосиновик становится скорее надосиновиком. И вообще под ногами здесь много чего интересного. Может, стандартный лес и остался далеко внизу, но тем не менее разнообразность растительности зашкаливает. И порой становится все более и более чудной и невероятной. Стать бы здесь лилипутом и пройтись сквозь все это, как будто по лесу. Но еще и много из этого диковинного съедобное. Здесь можно подкрепиться водяникой, толокнянкой, и брусника тоже не помешает. Вот только не перепутайте с альпийским арктоусом. Эти ягоды ядовитые. У похожей водяники листик вот такой. А еще здесь много лишайника и мхов, которые едят северные олени зимой. В совокупности их принято называть ягелем или оленем мхом. И его тоже начинают потреблять люди. Говорят, в будущем ягель станет одной из самых главных пищевых добавок. Ведь в нем и витамины группы В, А и С, и микроэлементы, такие как железо, медь, титан, йод, никель. Такой коктейль сможет быстро восстановить силы человека после болезней и укрепить его иммунитет. Но на русском севере порошок из ягеля уже давно добавляют в муку. Такой хлеб хранится до 7 суток, что особенно важно для охотников, рыбаков и людей, работающих на отдаленных территориях. Но сами олени бережно съедают только самый верх кустика, ведь ягель растет очень-очень медленно, по 1 миллиметру в год. Это значит, что пара сантиметров ягеля будет расти целых 20 лет. А вот и сам Кировск, по ту сторону озера Большой Водъявор. Мы добрались до самого верха экотропы на склоне самой высокой горы Хибин – Водъявор-Чор. Прямо сзади стоит большой крест, а за ним вот та дамба большим полукругом. Это отстойник сточных вод, рудников апатитонефилиновой обогатительной фабрики. Левее просматривается поселок Кукис-Вумчор, там же начинаются подъемники одноименной горнолыжных базы. А долина уходит левее ко второму озеру, Малому Водъявору. Кстати, нам очень повезло с погодой, которая здесь славится непостоянством. С озер часто накатывают густые, похожие на тучи туманы, а нам всю дорогу светило солнце и сопровождала радуга. Путешествуйте больше, это хорошо для души.